Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня в этом видео я хочу показать свои готовые работы, которые я выполнила за последние 2 недели. Хочу предупредить, что их не так много, как хотелось бы. Были разные домашние дела, которые отвлекали от любимого занятия, от вязания. Что успела сделать сейчас, я покажу. Если вам нравится видео в таком формате, ставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео. Так, давайте начнем вот с этих интересных носочков. Посмотрите, какие они красивые, весенние. Первый раз вязала из этой пряжи, я ее уже показывала в предыдущем видео. Очень мягкая нитка. Это у меня Gründel Hot Socks Кома. Классическая носочная пряжа, 75% шерсти, 25% полиамида. В 100 граммах 420 метров. Мне не терпелось связать из этой пряжи. Было интересно посмотреть, что же получится, как выложится рисунок. И в итоге вот что у меня получилось. Я очень довольна. Мне эти носки безумно нравятся. Когда я их связала, они, конечно, были на ощупь совсем другие. Вот она и пряжа. Посмотрите, как ниточка ровненькая. Вязать из нее сплошное удовольствие. А после ВТО пряжа раскрылась, распушилась. Такой мягкий, легкий пушок появился. Очень интересные носочки. Тактильно приятно их щупать. Это у меня примерно размер 34-35. Так, по длине они у меня... Так, чуть линеечку длинную не найду. 17... 21 сантиметр. Вот такие носочки. Вязала их на спицах 2 миллиметра, тоненькие спицы. Носочки получились плотненькие. Посмотрите, какие, даже просвета нету. Специально хотела связать их такими, чтобы они были не рыхлые. Это классические. Тут все резинка 2х2, паголинок, пяточка укрепленная, клин подъема. Такие носки мы с вами вязали в видео про носочки. Точно такие. Вязала их на 58 петлях. Такие красивые носочки. Так, показала. Прелесть. Я прям их сейчас добавляю в свою копилочку моих любимых носочков. Да, самое главное, название им придумала. Цветочная поляна или летний луг. Прям смотрю на них, и у меня возникает ассоциация с какими-то полевыми цветами. Здесь какие-то душица, чебрец, клевер. Мне напоминают эти оттенки. Какой-то вьюнок, колокольчики. Очень красивая ниточка. И вот эта нежная молодая зелень. Ой, красота. Так, носочки у меня связались еще другие. Вот эти носки я показывала вам в предыдущем видео. Но они были у меня не постиранные. Вот сейчас я их высушила, смотрю на них и прям вижу в них воробушки. Прям мне напоминает почему-то воробушки. Так я их и называю, мои воробушки. Посмотрите, как они подходят, сочетаются между собой. Вот такой воробушек. Так, мышку пока уберем, нашу труженицу. Пусть воробушек у нас тут. Вот такие носочки. Они маленькие, на годик. Вот 12,5-13 сантиметров. Это размер 20-21. Такие очаровательные носочки. Так, и продолжая птичью коллекцию, связались у меня вот такие носочки. Чуть-чуть побольше размером. Давайте посмотрим и решим, на какую же птичку они похожи. Тут, конечно, и гадать не нужно. Это, конечно же, снегири. Так я их и называю, снегири. Так, птичку меняем. Теперь у нас будет другая птичка, вот такая, зимняя, снежная.
Вот, посмотрите, какие снегири симпатичные. Я думаю, вы узнали эту пряжу, из которой я уже связала. Какую пару по счету уже и не скажу. И это все у меня один моток. Вот взяла из того мотка вот эти секции. Ну, это у меня, конечно же, другая пряжа, красная другая, черная тоже от этой, от Alize Superwash. Про эту пряжу я уже много раз рассказывала. Вот, и очень мне нравится как раз комбинировать. Вот, видите, здесь из этой же пряжи Alize Superwash Comfort Socks. Здесь другие секции у меня вставлены. И они очень украшают и прям похожи какие-то на птичьи перышки. Прелестные носочки. Давайте сразу скажу про размер воробушков. Вот 15 сантиметров. Ну, красота же. Вязала их уже на 52 петлях. Носочки симметричные, ровненькие все, идентичные. Вот, тут все подобрано. Так. Дальше вот такие маленькие носочки. Тоже птички у меня будут. Не знаю, как мы ее назовем. Сизоворонка. Или какая там у нас птичка бирюзового цвета. Зяблик какой-нибудь. Не, зяблик коричневый. Но решим потом, как сизоворонка будет. Перевяжем теперь носочки. Все птички будут у нас в названиях. Птица средней полосы коллекция будет называться. Вот так, размер давайте сразу также скажу. Вот тоже 15 сантиметров. Чем мне нравится вязать такие носочки, то что используются остатки разной пряжи. Все в дело, ни один кусочек нитки не пропадает. Вот. Интересные, красивые носочки. Даже не скажу, сколько здесь видов пряжи. Одна пряжа, это вторая, зелененькая, вот это ярко-салатовая, это третья. Ну, все, остаточки приспособлены, пристроены в дело. И вот такая, какая получается, пятая по счету, это последняя пара у меня на этот раз. Также я вязала из остатков. Здесь у меня разные техники. Использую также пряжи нескольких видов, но все они, это пряжа классическая, носочная и хорошо сочетается между собой. Вот эти перышки, так, какая же эта птичка у меня будет, также надо придумать. Если у вас какие-то есть идеи, пишите в комментариях, как назовем эти носочки, какой птичкой у нас они будут называться. Так, эта пряжа относится к Alize, к моей, это Alize однотонная, это зеленая, вот у меня это Adelia Socks. Вот тут, чтобы пристроить маленькие кусочки, вязала методом Helix. Здесь маленькая ниточка, итальянский сток, вот она тут же. Ой, ну посмотрите, какая красота, как красиво вот эти носочки смотрятся. Это для мальчишек, конечно, хотя, может быть, и девочкам такие также подойдут, смотря какой стиль одежды. Прелестные носочки. Все эти носки я вязала на спицах 2,5. Вот эти детские. И считаю, что они не рыхлые, плотненькие. Alize также хорошо раскрывается. Мне нравится эта пряжа. Так, ну на носочки все на этот раз. Вот 5 пар у меня новых. Все детские, как вы понимаете. Ну, вот такой 34-35, 5, ну да, все равно детский. Мало, наверное, у кого у взрослых девушек такой размер. Так, чем же я еще занималась? Связала на этой неделе вот такой воротничок на заказ. Часто вижу такие воротники, они пользуются спросом, мне их часто заказывают, у меня они уже на автомате идут, эти воротники. Вязала их из ниток ромашка, ну, в видео
у меня на канале есть мастер-класс по этому воротничку. Я там также вяжу из ниток ромашка и все подробно рассказываю про этот воротничок. Связала этот воротник один в один, как и видео. Столько же петель набирала. И в этот раз у меня ширина получилась вот 10 сантиметров. Также пришила пуговичку. Благо у меня что таких пуговиц много припасено. Вот у меня они украшают этот воротничок. Именно на этот воротничок я пришиваю такие красивые пуговички. Они как брошки здесь украшают дополнительно. Он сам по себе красивый воротник, ну, пуговичка также как дополнительное украшение. Так, вот этот воротничок у меня поедет к новой хозяйке. И еще два, но они у меня были в наличии. Сейчас покажу. Вот эти два воротничка. Такой мы с вами вязали вместе на канале. Вот этот воротничок. Также он на пуговичке. Вот этот воротник я сама вязала произвольно. Уже его, наверное, и не смогу повторить. Также он уезжает. Вот сейчас мне нужно их упаковать. И завтра пойду на почту и отправлю. Этим сейчас я и займусь. Упаковка воротничков. Так, ну воротнички это хорошо, но это также не основное занятие у меня было в последнее. Да, еще вот эту салфеточку связала на прошлой неделе. Чем я в основном занималась? Сейчас покажу. Перейдем в другой уголок моей мастерской. Мне пришел большой заказ сделать настенное панно. Это будет большое панно. Размер его 2,5 в длину и метр в ширину. То есть нужно очень много салфеток. Все их буду натягивать на рамы. Вот сейчас я подбираю красивое сочетание, чтобы все салфетки подходили друг к другу. Вот эта салфеточка у меня как бы на передержке. Я ее вначале натянула. Сейчас она растянется, потом еще посильнее ее подтяну. Вот эта салфетка у меня. Я просто натянула, но еще не прятала хвостики. Все это трудоемко. Вот эту я салфетку не знаю, еще не поняла, подходит она по цвету или нет. Все салфетки, но в основном рельефные. Буду еще смотреть, раскладывать, в каком порядке они будут между собой соединяться. Очень красивые все салфеточки. Но я думаю, вы их все видели у меня на страничке ВКонтакте, в Инстаграме. Вот. Все обручи разных диаметров. Потом они будут крепиться между собой. Ну вот сейчас буду в ближайшее время еще заниматься, продолжать этим творческим процессом. На самом деле это не так просто, как кажется. Какие-то салфетки у меня были в наличии, какие-то пришлось довязать. Вот. Но и сам процесс натягивания на рамы, это также, скажу вам, не из легких. Все-таки натяжение, это нужна и сила, и нитки рвутся. Хотя я креплю такими прочными льняными нитками, но пальцы режут прям, не знаю, насколько меня хватит, но постараюсь сделать вот как можно быстрее такое панно. Еще у меня есть куча салфеток в запасе, буду еще подбирать. Это пока вот первый вариант, то, что я подобрала вот на скорую руку и какие-то уже натянула. Если вам интересно, что получится из этой затеи, это я покажу в следующем видео, но не в ближайшем, я думаю, потому что это все-таки такой трудоемкий и не быстрый процесс. Пишите в комментариях, интересно вам было бы увидеть мой конечный результат или нет. Так, вернулась за стол. Ну и по традиции хочу показать новинки пряжи, которые я приобрела. Так, вот такие нитки пряжи. Это Нака Боха. Это уже новая коллекция. Она у них только недавно вышла. Вот два цвета взяла на пробу. Ниточка интересная, такая пышная. Посмотрите, какая у нее скрутка из двух цветов.
пряжи. Вот даже 3 цвета скручены между собой. Интересные нитки, и мне хочется поскорее также попробовать, что же получится. Вот эти ниточки, это цвет 87 725 попугай. Ну, посмотрите, какие они пестрые, правда, похожи на попугайчика. Очень приятные на ощупь. И моточки прям такие пышненькие. И второй цвет Rainbow Радуга. Это цвет 87 727. Вот. Они разные. Хотя также пестренькие, но тут другие оттенки присутствуют. Наверное, вот эти первые свяжу. Попугайчатые будут носочки для взрослого. Так, взяла однотонную Alize. Мне они потребовались, эти нитки, чтобы вязать носки из пестрой пряжи и добавлять вот однотонный. Вот именно голубого цвета у меня нет, и он требуется, подходит ко многим другим. Вот, например, вот эта новая. Также пряжа Regia Decision Line, дизайнерская линия. Это цвет 03 886. Мягкая пряжа. Ой, прелесть. Тоненькая. Буду вязать на двоечке. Наверное, все носки буду вязать на двойке. Может быть, 2,25 максимум. Ну, даже вот это сочетается между собой. Здесь тоже какие-то есть прожилочки вот голубого. Ну, может быть, другую подберу, посмотрю. Так. И взяла вот такую Alize пряжу. Ну, это всем известная, просто мне что-то хочется такого зелененького, яркого. И взяла 2 цвета. Также они сочетаются между собой. Вот этот салатовый, это цвет Color 11. Это Superwash Artisan. И также Superwash Artisan, это цвет 9006. Но мне вот этот зеленый требуется также и к другой пряже. Ну, даже вот отделка, какие-то полосочки. Но это когда буду вязать из остатков. Вот к этой можно добавить. Вот чем мне нравится вся пряжа, что ее можно комбинировать. Все зависит от настроения, как тут подскажет чутье. Главное, что нужно подбирать цвета друг дружке при дневном освещении. Вечером, конечно, уже глаз настроен не так, как при дневном. При искусственном освещении краски искажаются. И вот желательно подобрать цвета днем. Вот при искусственном они не так. У меня сейчас тут и в окно солнышко светит, и лампа настольная, и так свет яркий, поэтому тут сейчас все хорошо видно. Не знаю, конечно, как камера передает. Видите, солнце как вышло, светит ярко. И вот такой у нас моточек сейчас покажу. Сегодня его купила в Леонардо. Это Аделия Джейк. Также вот 75 шерсти. Но здесь не полиамид добавка, а нейлон. Мне нравится эта нитка. Носки также получаются красивые. Так, цвет 27. И мне вот понравилось вот это персиковое. Обычно как-то серые, розовые. А здесь вот именно персик добавлен. И мне кажется, такие нежные носочки должны получиться. Вот детские. Вот. Прям для девочек, для малышек очень красивые. Да и для девушек будут носочки. Вот этот голубой, почему еще взяла, он также вот у меня в детские носочки, там во многие вот он нужен сейчас. Хочу навязать именно побольше детских носочков. Ну, вот такие у меня покупки. Вот. Не знаю, когда все это я извяжу. Все покупаю, но жалко, что только 2 руки, и не так быстро вяжутся носочки, как хотелось бы. Пряжа тоненькая, спицы тонкие. Были бы спицы потолще, все, конечно, побыстрее бы шло, но ничего. Я не спешу, как успею, так успею. Так, ну вроде бы пряжу показала всю, какую купила. На этом буду видео заканчивать, чтобы вас не задерживать. Спасибо, что досмотрели это видео. Но еще будет продолжение.
Поставьте пока большой пальчик вверх, если вам понравилось это видео. А я пойду упаковывать воротнички.